Друзья, привет! Привет, привет! Привет, медведь! Получается, что стартуем не изнутри, а снаружи. Всем привет! Вы на канале Откройте Питер. Меня зовут Роман. Прогулки по Санкт-Петербургу. Приглашаю вас сегодня на прогулку вокруг станции метро Горный институт, точнее район. Вокруг-то мы тут сильно не будем гулять, но в общем как получится. Очень хотелось начать изнутри станции метро, но как оказалось, что под землей просто нет связи. Ни Wi-Fi метрополитеновского, никакой GSM, никакой сотовой связи, вообще никакого оператора. Вообще, это как вот мы от Синой отъехали, интернет пропал, все, проехали мимо станции метро Театральное будущее, он там немножко на замедленной скорости идет, и вот до Горного института внутри. Очень вам хотел показать, как там внутрях станции метро. В принципе, красиво сделано, панно, мозаика из мрамора. Именно вот прямо вот, когда вырезаются каждые детальки, а не квадратики. Плюс эскалаторы, над эскалаторами красивое панно. Вот это как будто горно-пробивные вот эти все истории. Сделали это красиво, правда, но времени не было снять рилс. Поэтому давайте пойдем. Вообще у меня план пройтись по косой линии. Ну, в районе косой линии. А так в целом пройдемте через канатный цех сперва. По 25-26 линиям, по-моему, 25-26 вот пряменько идет. Косая линия у нас не случайно косая, она прям наперекор всем традициям, всем линиям быть перпендикулярными Большому проспекту. Она у нас под косым углом вот уходит к заливу. То есть вот у нас как раз Большой проспект, там пожарная часть с каланчой. Ну и косая линия прям входит там в залив, упирается. Там в конце нас будет ждать Брусеницын, Севкабель. Но хочу пройти через канатный цех. Уже там мы бывали. Как-то. Так, пока ждем светофор. Я тут немножко... Так, елочка есть? Елочка есть, хорошо. Ну, куда-нибудь вот виджет сюда поставим. Не то поставил. Ты все сломал. А сейчас? Черниговская говорит, ясно, вообще это преступно. Угу. Ну да, если ты будешь туда оформить. Елочка пропала. Сейчас. Тут опять Донаталерс развлекается. То хочет, то не хочет работать. Все эти наложения. Работает, не трожь. Ну, уже не работает. Уже не работает. Сейчас будем чинить. Так. Все. Так, да, всем привет. Всех приветствую. Сегодня у нас, как видите, прогулка, что называется, засветло. По-светлому. А то что-то мы все в темноте, да. Ну, с одной стороны, объяснимо, потому что я все пытался вам Петербург показывать такой новогодний, праздничный, с украшениями, с гирляндами. Но сегодня у нас просто прогулка, выходной день.
не совсем и далеко не туристический Петербург. Район далеко на окраине, хоть и на Васильевском острове. Так что пройдемся до объектов туристических. Это вот, как я сказал, Брусницын, это Севкабель, как я его называю. Там зацепим здание старого морского вокзала. Ну и сразу вам вопрос на засыпку, чтобы не было потом неожиданностью. Там надо будет решить, куда пойдем. Или свернем на Шкиперский переулок направо или налево. Вот направо это уже в сторону центра Васильевского острова, к Рарте, там где ДК имени Кирова площадь. Или все-таки на Шкиперский проток налево пойдем. К намыву, к тому месту, где стоит гостиница. Сейчас не помню, как она называется, но в общем раньше гостиница Балтийская была. Вот видите, с горным институтом немножко получилось корявенько, потому что, как еще раз повторюсь, те, кто только что подключился, на горном институте в самом низу, да и на эскалаторах, да даже в вестибюле связи не было. То ли еще провайдеры не подсуетились, то ли там какие-то глушилки, но опять же вопрос зачем, да? Но красоту показать вам не получилось, может быть, ну, опять же, красота в глазах смотрящего. У нас же найдутся люди, которые все, как говорится, срут, но нам все нравится. Так, обгоню, а то что-то все спины вам показываю. Надеюсь, этот район Васильевского острова, как раз район косой линии, район 20-х линий. Здесь же у нас, мы хоть и идем по 24-й, да, линии, справа у нас 25-я, там будет 26-я, 27-я, есть и 29-е линии, но это уже все какое-то такое, по крайней мере, здесь ближе к Неве, к заливу, это промышленное, потому что здесь что у нас? Балтийский завод будет большую территорию занимать. Слева, если мы будем двигаться по косой линии, сейчас на нее выйдем, обратно вернемся, то слева у нас будет Балтийский завод. Ну и в принципе сейчас вот там дома впереди строятся. Но наша первая цель, до которой мы сейчас дошли, это желтое здание, это здание бывшего цеха канатного производства. Канатный цех. Там впереди как раз каланча интересная, на которую когда-то возможно попасть в дни экскурсий. Ну а сегодня сейчас пройдемся, посмотрим. Так, давайте я по этой стороне пройду. Здесь уже отстроили новые, как вы видите, дома. Благо, не сильно высотные. Сколько у нас? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 всего лишь этажей. Плюс там еще какие-то на крыше. И вот видите, сейчас не знаю, насколько будет отблекивать или нет. Но вот это туда, уходящая вдаль, длинная штукалянция, видимо, как раз цель-то была канаты крутить, утягивать их. 25-я линия, дом 6, корпус 1. На удивление, почему это корпус, а не литера, потому что все-таки для Петербурга чаще... Так, включу я широкий угол. Для
Санкт-Петербурга чаще и присуще в нумерации использовать литеры, нежели корпуса. О, нифига себе тут. Даже не чищенные тротуары. Настолько необжитой район получается. Но современный. Опять же, все, кто хочет жить на Васильевском острове, во-первых, не на намыве, не в старом фонде, то вот всех добро пожаловать на Горный институт. Вроде как, видите, слева садик, как будто бы. Может, тут еще и школу отгрохают. Вот тут ЖК, видимо, Палаццо называется, со своим закрытым внутренним двориком. Конечно же, до сих пор еще присутствуют дореволюционные постройки. Внезапно. Вопрос, сколько им еще осталось. Да, заводи мотор спрашивает, не появилось ли в Кудрово метро. Нет, не появилось. И жители Кудрова, конечно, с печалью об этом говорят, но в глубине души до последнего надеются, что все-таки до них дойдет очередь, и метро все-таки дотянут, потому что метро-то начато, туннель начат. Он там такой, знаете, с загибом идет. Ой, ой, что ты нервничаешь, дружище? Еще громкости не прибавлю. А, все, нет, сейчас прибавлю громкость. Дзынькнула. Не это. Так, заводи мотор. Сразу рассказываю. Была у нас не так давно, до Нового года, прогулка по Кудрово. Показывал я и южную часть Кудрова, и северную часть Кудрова. Так что вы все видели. Заходите там, пересмотрите. Ну и про муравейник, я вам так скажу, не совсем там такое ощущение, что прям муравейник. Так, вышли на 26-ю или нет? То, что в Кудрово проблемы с добирательством, с доступностью, что из метро там, из Дыбенко еще бежать сколько-то. Я в Янина один жил, ну, я даже не знаю, сочувствовать, как бы радоваться. Ну, да, все районы хороши, все районы по-своему прекрасны. Тут ведь все от нас зависит, какие мы сами требования предъявляем к тому месту, где живем. Но вот сейчас здесь, в районе Горного института, все-таки для людей стало легче. Для студентов вроде как, не знаю на самом деле, стало ли проще добираться до универа. Но это надо, конечно, какого-нибудь студента поймать и у него спросить. Но в принципе инвесторы тут уже начали давно эту землю скупать, строить ЖК. Все-таки было понимание, что Горный институт, станцию метро введут.
Причем ведь нонсенс и парадокс в том, что станцию метро Горный институт открыли, ввели в действие первее, чем театральную. Хотя театральная, она по ходу движения от Сенной первая. От Спасской, да, если правильно сказать. Если мы движемся по оранжевой ветке от Спасской. Катись колбаской по Малой Спасской. Вот, вышли мы обратно на косую линию. Ну и по ней продолжим движение. Мы не так-то далеко ушли от станции метро. Сделали вот кружок вокруг ЖК Палацио. Здесь до сих пор еще организовано временное движение. Светофор не введен. Так. Что у нас? Я же хотел показать, по крайней мере, здесь два объекта по пути. И сейчас вам скажу. Одну секунду. One second. Так, нет. Ту-ту-ту-ту-ту. Слева-то мы сейчас точно... Так. Что-то не рисует ничего. А, вот он впереди. Все хорошо. А вход. Вот, хорошо, все. Так, еще раз. Как он называется? Музей истории Москвы. Вот. Так. Прочитаю. Так. Ищу участок ЛПХ, соток 15, домик застроить в деревню у реки. Услуги ЖКХ задрали, хочу платить. Ну, конечно, заводи мотор. Вопрос интересный и требует детального просчета экономики всего этого процесса. Кого содержать свой дом, там ИЖ, если это будет, или какие там форма собственности, и не знаю, ну, в общем, юридически как это все будет оформлено. Одно дело самому содержать дом и его обслуживать до поры до времени, а потом с годами тяжелее. Так, ладно. Так, нас еще поздравляют в чате всех с Рождеством Христовым. Да, случилось сегодня ночью. И вот интересное сочетание. Мы видим по правую руку через дорогу два дореволюционных дома. Трудно сказать, доходные ли они, потому что, скорее всего, они строились для рабочих заводов, скорее всего. Не могу утверждать на 100%. Но опять же, точно недоходные, потому что второй этаж, судя по окнам, выдержан, конечно, в стиле, но окна не громадные, там не 2, не 3-метровые, как в барских квартирах бывало, попроще. Так что наверняка квартиры не слишком шикарные. Но в принципе вот мы уже видим цеха Балтийского завода. А здесь, не в этом ли здании, когда-то был музей истории морского флота? Или он дальше? Блин, я что-то путаюсь. Нет, не оно. По крайней мере, слева точно главная проходная Балтийского завода. Погодка, вы спрашиваете, так себе. Так, у администрации города есть планы до 30-го или 35-го года метро строят уже другие станции или начнут, если известно. Так, Александр, отвечаю.
планы есть всегда. Но планов на исполнение планов нет. От слова совсем. Такова действительность суровая. Так, тут как-то плохо читабельный Шершневу барельефик Виктор Ниловичу. Руководил Балтийским заводом. Ага, хорошо. Балтийский завод — это судостроительный, судоремонтный завод. Так, говорите ветер в микрофон. Так, сейчас тогда достаю козырь из рукава. Привет. Так, раз. Проверка связи, проверка звука. Ой. Так, что-то я забыл опять, о чем говорил. Ну, скажу про косую линию. Когда-то она даже носила, по-моему, в 18 веке чуть ли не проспект косой. Но потом ее обратно понизили до линии. Почему-то справа видим трубы теплоэлектростанции, которая снабжает Балтийский завод и прилегающую территорию электричеством. Так, скорее всего, музей истории морского флота вот в этом кирпичном оранжевом здании. Здесь я даже посмотрел, по карте есть железная дорога. Я уж удивился, думал, а где она, как она? Ведь нет ни одного железнодорожного моста на Васильевский остров. А это просто вот локальная, вот даже видите, здесь рельсы через дорогу идут. Это просто локальная, одна-две ветки брошено, чтобы по территории завода что-то перевозить. Что, лучше по звуку? Ну вот корпус ГУМРФ, да, имени Макарова, и в нем же музейная часть есть. Ёлки-палки, фартит человек на Ягуаре. Убиться хочет. Так, спрашиваете, нет ли в какой кафешке человечка, да, чтобы мне зайти поесть, заодно их прорекламировать. Нет, пока таких не нашлось. Хотя нет, вру, один раз было у меня как-то беседа. Я снимал прогулки через сквозные дворы Васильевского острова. И уже после того, как зашел тут в одну шаверму. Ну что, с ребятами, пока мне шаверму готовили, разговорился. Ну, с ребятами, кто владеет. Наши славянские парни. Они такие: о, что, блогер, туда-сюда, типа, а давай как-нибудь рекламу. Я как бы, ну как рекламировать шаверму? За шаверму, за еду я прям не знаю. Красивое здание. Есть такое ощущение, что там как-то вот должно быть еще на верхотуре что-то. Да, сегодня я с охраной, да, совершенно верно. Я под прикрытием глубоким. Ну а здесь вот идем вдоль стены, это как раз все территория, корпуса. Причем
территория очень громадная Балтийского завода. Встречаются еще вон там более такое красное, бордовое прям здание красного кирпича. И опять же, по традиции, во всех промышленных районах или плюс-минус промышленные здания красного кирпича, и они никак не отделывались. Никакой штукатурки, никакого оформления, все кирпичом. И посмотрите, насколько это все красиво и ловко получалось. Даже вспомните ту же самую Новую Голландию. Это же тоже красный кирпич, тоже промышленное, по большому счету, здание верфей, скажем так, сушильни для бревен, тоже красного кирпича и тоже красиво. Так вот, про сподвижников. В принципе, если какая-то представитель кофейни смотрит этот стрим, обращайтесь, контакты есть на канале, в описании. Сделаем какую-нибудь коллаборацию, как говорится, и нам, и вам. Вашу маму и тут, и там показывают. Так, для тех, кому уже надоел однообразный пейзаж косой линии, могу обнадежить, сказать, что мы уже почти подошли к Кожевиной линии. Линия названа в честь, в честь, сложно сказать в честь, потому как там находилось кожевенное производство братьев Брусеницыных. Братьев, или вообще семейства, целого семейства. Потому что раньше все эти мануфактуры, все торговые истории, это было семейным бизнесом, и от отца к сыну передавалось. Кирпич, скорее всего, спрашиваете, местный или привозной? Конечно, свой. Кирпичные заводы имелись, причем не один. Мануфактур кирпича было множество. И вот эта вся история с фамилиями на кирпичах, то есть некая реклама была производств. Не знаю, можно было ли под заказ сделать кирпичи со своей фамилией, но знаю, что есть коллекционеры, которые собирают, или даже если вы на Авито зайдете, там загуглите кирпич с фамилией, будет очень большая, человек 20, может 50 разных кирпичей вы найдете. Вот ровно столько мануфактур было в Петербурге. Достоверно сейчас не скажу, ибо эту тему не готовил, но мы сейчас вам, русский мой родной, мы подошли, и я вам сейчас покажу, я имел это в виду, к особняку Брусеницыных. В принципе, при желании можете сходить на экскурсию. Вот сейчас я вам показываю в центре кадра стеклянная такая стена. Ой, это задняя часть особняка Брусеницыных. Там у них была организована оранжерея. Редкие растения, пальмы привозили. Брусеницын построил особняк прямо рядышком со своим производством, вплоть до того, что просто перебежал дорогу и оказался, или там над дорогой переход был. Вот само уже кирпичное здание трехэтажное, это цеха кожевенного производства. Кожевенное производство достаточно такое грязное, что ли, вонючее, потому что все эти краски, вымачивание кожи, оно достаточно
едкая, как будто вот мне кажется, мне помнится. И смотрите, у нас сейчас есть два варианта. Мы можем вдоль пройти и выйти сразу на набережную Брусеницына, а можем пройтись по этой линии и зайти через центральный вход. Но давайте мы там выйдем. Через центральный вход мы выйдем, я думаю. Да. А зайдем здесь. Зайдем здесь. Спасибо. Линия тупиковая. Там уже сразу у нас ворота Балтийского завода. Краны. Так, кому интересно, тут у нас не лето, уже на 9 марта наметился. Чишико 29 декабря был. Ага. The Hatters были. Кирпичи были. Ну вот сам особняк Брусеницын, двухэтажный. Сильно не помпезно тогда, вроде бы по-простому, но сейчас там водят экскурсии. Кому интересно, может сходить. По-моему, там как-то организованными группами все это дело. Надо записываться заранее. Так, люди что-то сюда идут, и как будто здесь просто парковка. Но у меня есть что-то подозрение, что мы не попадем на набережную. Ну вот заодно вам и это покажу, чтобы вы ненароком и случайно лишний раз сюда не захаживали, если там нет прохода. Но я надеюсь, мы прошмыгнем каким-то образом. А может и нет. Но, как говорится, на нет суда нет. Придется нам все это дело обходить и через центральный вход. Но может быть получится спуститься. О, я вижу, там рыбаки, что ли, на льду сидят. Рыбачут. Как будто бы. А нет, есть проход, все. Фух, я прям выдохнул. Давайте я здесь спущусь к воде, хотел сказать. Ко льду, на лед. Покажу вам рыбаков. Я же тут летом как-то сюда захаживал, по-моему, видео было. Я вот здесь спускался и у воды стоял. Да, можно выйти на лед. Конечно, тут забереги присутствуют. Но вот люди как-то там перескакивают и по льду, и вроде как вот Арктика, да, это какой-то заправочный, скорее всего, корабль. Я не знаю, может просто танкер перевозит что-то жидкое. И вот не бояться. На общественном транспорте вопросики. Давайте сразу запрос. Может быть, и все исполнимо, все реально, но какой маршрут вас интересует? Давайте обсудим. Видны всякие торосы. Так, давайте приближу рыбачков. Надо спросить, что ловится. Легкое интервью. Ну а тут уже вся набережная, это Брусеницын. Общественное пространство. Вот сразу можете даже границу увидеть. Вот оранжевая, вот это кирпичная, это все Брусеницын. А дальше там белое, это Севкабель-порт. Что ловится? Целый пакет? Судак? Корюшка? Большая корюшка-то? Ну да, такая. Ну судак, наверное, окунь. Вот смотрите, цельные пакеты. Какого крупного судака. Для корюшки-то как бы, наверное, не сезон, как бы, а вот судак самое то. Хорошо.
Давайте я догоню их, подсниму еще. Маршрут автобуса номер 3. Я посмотрю. Я сейчас не уверен, как оно едет. Автобуса номер 3. Что у нас интересного в Брусницыне? Из массового здесь есть каток. Интересно, вот в темное время эти шарики а-ля снежки светятся ли? Маршрут номер 2. Я посмотрю этот автобус. Но там придется опять стоять у лобового стекла, у водителя, и там как-то это все дело снимать. Не очень удобненько. И вот в такой атмосфере, в таких антуражных декорациях работает каток. Видимо, все это дело спонсирует МТС, как мы можем догадаться. И вот только что машина выехала, которая намораживает, или как она там, не знаю, принцип действия этой машины, но в общем лед равняет. Лед равняет. Опять же музычка сейчас еще играет, как бы мне тут не словить бан по авторским правам. Ваше фото здесь. Я думаю, здесь можно пройти насквозь. Давайте я пройду, черт с ним. Посмотрим, как это все дело выглядит. О, мы зашли в тепло и дело. Черт. Сейчас я протру. Так, камера запотела, потому что с мороза прямо в тепло, а здесь большая влажность. Хочу вам цены показать. Сейчас немножко подогреемся и пройдет все это дело. Судаки, да, крупные. Так, смотрите, здесь имеются у нас всякие эти шкафчики для хранения. Ну и выход на каток. На мороз, скорее на мороз, чтобы это... Еще ее типи банк. Ну, для детей и не умеющих кататься всякого размера вот эти вот помогушки, тумбочки. Так, что еще? Лавочки. Тут, смотрю, и СТС засветился. А это мы сейчас находимся, по сути, внутри бывшего цеха. Крыши уже нет, перекрытий уже нет, ничего. Все убрано, и внутри организован, вот видите, каток. Не знаю, во сколько сейчас начнется. О, через 5 минут. Можем сейчас постоять. Можем постоять, подождать. Как вы на это смотрите, я вам... Ой, не то. Широкую надо камеру. Прямой эфир с катка в Брусницыне. Ну, не знаю, 5 минут стоять здесь ждать, да? Такое себе, наверное. Как вы? Расскажите, кто чем занимается? Кто из какого города? Давайте перекличку устроим по возможности. А, тут смотрите, здесь есть второй ярус. Я сейчас туда поднимусь. Я сейчас найду, где там подняться вообще, можно ли. А то что-то зачем-то я по... не зачем-то. В общем, прошел. А здесь нет лестницы или есть? Такое ощущение, что уже нет.
Да. Я не поднимусь. Планов, как тут, что хотят сделать в Брусеницыне, у меня нет. Я не знаю. Вряд ли будут восстанавливать. Очень вряд ли. Прямо сильно вряд ли. Категорически вряд ли. Я думаю, вот то, как вы сейчас видите, оно выглядит, оно так и будет. Видите, все разрисовано. Так, билет на каток 700 рублей, прокат коньков 450. Вот, нам тут Алена подсказала в чате. Идем дальше. Краснодар у нас 10 тепла. Вот, начали уже народ пускать. Сейчас, я тут сформировалась толпа на вход на каток. Я сейчас чуть-чуть, буквально минуту постою. Народ высыпется. Привет всем из Баку, отлично. Что у нас? Краснодар, Новосибирск, Баку. Пока мастеров не вижу. Пока тут пируэты никто не выписывает. Дороговато, цены мировые. Но, опять же, я это все списываю на то, что место туристическое, так или иначе. И альтернатив-то особых ведь нету, друзья. И если уж вы сюда приехали, ну чем вот еще заняться, да, здесь в этой оконечности Васильевского острова? Ну уж приехали, давайте кататься, че уж там. В итоге, ну, если есть коньки, то коньки берете с собой, свои, и платите только за билет. И все. Так, вижу, плохо завязали шнурки. Запястье. Сейчас будет немножко мутно. Это я протирать сейчас не буду, потому что мы идем через тепло. Камера опять запотела, но я сейчас выйду на мороз, и будет все хорошо. Сейчас я пробегу насквозь. Так, цены. Ну, цены не вижу, но Алена озвучила. А вот, наверное, касса. Где касса? Наверное, здесь и цены есть. Так, если интересно, вот, пожалуйста, как покупать билеты, есть QR-код. И все. Работает допоздна. А, вот здесь цены есть. Пожалуйста. Ставим на паузу. Привет из Израиля и Владивостока. Угу. Круто. Оп. Оп. А, лесенка сама. И по этой лесенке можно... Давайте я сейчас поднимусь. Тут же фотографируют, как вы виртуозно катаетесь на коньках, на катке. И по окончании сеанса уже будут готовы, видимо, фотографии на магнитиках. И вы все это дело сможете торжественно купить. Самозабвенно. Ну и как обычно, вот против часовой стрелки почему-то катаются. Так, у нас что? Еще раз, Владивосток, Израиль, Тверь, Вологда, Магнитогорск, Южный Урал с Александром Минаевым. Так, с любовью из Ташкента. Так, Алексей говорит, что с Брусеницына начал смотреть канал. Очень приятно. Закольцевались. Место вам подсветил. Вариантик, как провести выходные в Петербурге, имеется. Идем дальше. Так, дядя Коля из Екатеринбурга.
Качельки смотрим, да? И вот тут какой-то дом Деда Мороза есть даже. Вы смотрите-ка. Так, диджи. Привет из Карелии, говорит. Карелия у нас рядышком. В Карелию любят петербуржцы ездить. Так, заходить не буду, но Дед Мороз тут когда-то бывает. Там что? Так, друзья, ладно, давайте поднимем бокалы безалкогольного, правда, но глёка. Опачки, здравствуйте. Извините, что попа, ой, вкусненько как, попа оленя, но давайте обойду его. Все, кто думал, что северные олени большие, вот вам, пожалуйста, как ослики, только с рогами. И копыта другие, вроде как. И кушает ягель или мох какой-то. Прикол. Так, был ли я на катке у Лахта-центра? Нет, не был. Вы, наверное, у Лахта-центра каток есть? У меня вопросики. Если вы говорите... Самый большой каток в России там или в мире, там сколько-то тысяч квадратных метров, то это штука, это немножко не у Лахта-центра. Говорят, что в хорошую погоду отсюда можно увидеть собор в Кронштадте. Ценники сильно гуманнее, чем на монетах. На еду. Да. Ну, вот тут небольшая площадь вокруг елки. Так, дядя Коля желает прекрасного настроения, отличной прогулки. Ну вот видите, тут у нас уже немножко снежность добавилась. Вот этот корпус, кстати, восстановлен. Там все крыша и все есть, и это больше такое подвыставочное мероприятие, под какие-то большие концерты. Сейчас внутрь не зайдем, ибо там ничего не происходит. У меня зеленые глаза, у меня есть индопрояды. Так. По-моему, прохода между... О, оленюшка. Так, звук. Что со звуком? Нас чуть олень не сбил. Что со звуком? Юра, звук есть. Все нормально, говорят. Что вы имеете в виду? Развейте свою мысль. Так, сделаю круг, получается. По-моему, нет прохода между Севкабелем и Брусеницыным. Поэтому сделаем петлю здесь. Благо не петлю времени, а так, только лишь кружок по Брусеницыну и выйдем. Так, что здесь? Пропадаем. О. Есть звук глючит. А? Звук глючит. Все-таки, да? Ну давайте что-нибудь сделаем. Сейчас я раз. Сейчас переподключусь. И два. Микрофон, кстати, на морозе подмораживается. Так, а давайте я выключу. Вроде ветра нет. Я выключу пока этот микрофон. Так, у нас на Ямале олени выше и больше.
Так, олени какие? Северные или на Ямале? Ну, наверное, у вас северные. Ну, тут какой-то этот, видимо, деградант. Ну, хотя, слушайте, тех оленей, которые я видел... как правильно-то? В Ненецком автономном округе они ровно такие же небольшие вроде и были. А ну тут может олененок, я не знаю. А можете спросить у хозяина, сколько лет живет олень? Нет, уже не могу. Я стесняюсь. Что со звуком? Нормально. Всевозможные фотозоны, инсталляции. Вот уже у нас смеркалось, что называется. Включились эти снежки с подсветкой. И представляете, что летом здесь тоже можно вот восседать на всех этих креслах с этим прекрасным видом на ЗСД. Когда-то это был прекрасный вид, не загроможденный вот этой вот дорожной переправой. Было все хорошо. Прекрасный вид на залив имелся. Ну вот, случилось то, что случилось. Что здесь? Установили карусель для деток совсем маленьких. Плюс, смотрите, еще один корпус. Здесь тоже все восстановлено, все чинно, красиво. Даже ресторан, что грузинско-итальянской бистро. Тут Джорджион Итальян бистро. О, и сейчас подойдем к плану Брусницына. Правильно, Брусницын. Я Брусницын. Вот вдоль у нас получается кожевенной линии идет здание. Ну и вот сами вы видите, как было вот эта разрушенная часть, каток, по которому мы ходили. Ну а дальше все под крышей, все нормально. И вот сейчас зайдем в театральный двор. Из интересного, здесь на крыше пространство для концертов. По-моему, что-то так, просто руф и называется. Как-то так. Ой, какая прикольная вывеска. Видите, она корёбится такая, дерябится. А это вот как будто бы молния там внутри бьет. Очень прикольно. Не просто неоновая, а прям. Подойдем афиши посмотрим. Так, тут декабрь нам уже не интересно. Вот афиша на январь театра «Рассвет». Пожалуйста. Даже можете в интернете загуглить, наверное, театр «Рассвет». Культурный квартал Брусницын. Внутрь не буду заходить. Кто заметил? Ах! Ага, скорее всего, даже здесь можно выскочить на кожевенную линию, но мы этого делать не будем. Мы еще не все здесь прошли. Давайте к центральному входу все-таки пройдем. По сути, да, дядя Коль, вы правы. И мне нравится, что именно таким образом переформатируются бывшие производственные кварталы именно в общественное пространство, а не под какую-нибудь под элитное жилье. Надеюсь, когда-нибудь это случится и с районом Апраксина двора, Апраксинного рынка. Так, здесь у нас слоны полигональные. Уникальные только тем, что технология интересная обработки металла
Они запотированы, ну, патина специальная, имеет такой ржавый вид. Со временем будет только темнеть, но металл гнить не должен. Это используется и в отделке некоторых зданий. Я знаю, в Калининграде у Юности там гостиница так оформлена. Если Елена Кёник у нас в чате подтвердит мои слова или опровергнет, не знаю. Ну, слушайте, летняя была такая. Я не думаю, что интереснее. Все то же самое. Но сегодня людей даже побольше, и вот фотозоны поинтереснее оформлены, нежели летом. А вот Брусинсен Холл. В нем всякие мероприятия проводят. Лазерный каток. Вот они каток обозвали лазерным. Такое там освещение поставили. Поинтереснее, и все. Кафешки, ресторанчики. Интересное кафе от Анненкирхе. Так что на Чернышевской. Заходить не будем уж, а то у нас все запотеет. Так, Алексей говорит, что опрашку, думает, что опрашку не закроют. Ну вот уже много лет об этом разговоры начинают. И потихоньку на самом деле опрашка схлапывается. Очень медленно. Так, здесь какой-то культурный базар. Вам интересно? Нет? Ладно. Люмион, кстати, я тоже летом показывал. Это мультимедийные выставки. Если что, вот, пожалуйста, QR-код. Посмотрите. Но опрашку ж там это большая территория Апраксина двора. И там и жилые кварталы хотят, и общественное пространство. Но как оно будет, непонятно. Конечно, непонятно. Будем, как обычно, посмотреть. Так, вернулись мы на Кожевенную линию. Как раз вот здесь прям переход над дорогой. Ну и идем к Севкабелю. Вот и Елена подтянулась. И да, говорит, все верно. Есть такое. Это про Калининград. Так, культурный базар. Давайте я загляну все-таки. Что-то я сразу не это, но заглянем. Сейчас, как только все запотеет, я обратно убегу на улицу, на мороз. Что тут у нас? Какие-то выставки. Пожалуйста. Цветочный магазинчик. Шмоточные магазины. Ну, в общем, некое подобие лофт-проекта «Этажи», что на Лиговском. Пожалуйста. Масса зеркал. Всех приветствую. И вот эта вся кирпичная, конечно, история. Это очень классно. Шмотки опять. О, тут какая-то швея, видимо, работает. Мастерская или что, не знаю. Так, ну, долго тут не буду. Кафешка интересная с продажей китайских товаров. Тут можно купить и тут же поесть. Сейчас покажу, как называется.
Bubblegum Shop. Эфир пропал, да? Все, выхожу на улицу. Ну, надеюсь, это в записи останется. Так, Роман, спасибо, что подсказали. Вот здесь можно, кстати, тоже вот зайти. Летом вот этого прохода не было. Летом здесь было закрыто. Сколько там человек? Человек 15. Ну, я при первой же возможности стараюсь привернуть севкабель. Вот, надеюсь, здесь нас сейчас пустят. Надеюсь. Потому что летом последний раз, крайний раз, когда было перекрыто. А вот, все, заходим. Еду все равно в одно место. Дабы долго нам тут вдоль всех этих зданий не ходить. Так, сразу же можем зайти в здание бывшего севкабеля порта, одного из его цехов. Опять же, почему севкабель порт? Ну, порт-то и порт. Производство кабелей читается из названия. Или кабелей. Такое. Интересненькие пространства, конечно. Пойдем узнаем, какой у них там сегодня спектакль идет. Что здесь у них? Вроде собираются какой-то, как будто, ой, кафешку, что ли? Или что здесь открывать? Пока не ясно. Или просто офис чей-то. Кто-то себе арендует. Тут вплоть до того, что чуть ли не жить можно. То есть есть даже такие квартиры-студии, которые можно арендовать на время, пожить. Вот тут можно сразу в ворота заходишь, и вот ты как по заводу, по цехам ходишь. У меня был опыт по громадному целлюлозно-бумажному комбинату, по цехам походить, между цехами побегать. Это были те времена, когда ты сигал через забор мимо охраны, мимо проходной, и там уже вглубь завода. Потому что на территории самого завода охраны не было, только по периметру. Главная задача была это периметр перескочить. Интересно было, когда все шумит, гудит. Но тут вот все тихо, спокойно, но тоже атмосфера слегка присутствует. Ну вот выходим абсолютно на ту же самую набережную. Нас вот сейчас, нас и Брусеницын отделяет вот по большому счету этот забор. Хотелось бы, чтобы это все было объединено и можно было по прямой вдоль набережной здесь ходить. Так, дядя Коля говорит, нет, севкабель порт. Хорошо, я ж не спорю, окей, севкабель порт так порт. Но почему севкабель? Кабель основной это, наверное, а не порт. Хотя, ладно. Кто это тут? Зимой поскучнее, ибо летом вот все эти территории, прилегающие к зданию, все в летних кафе. Столики выставлены, стульчики, люди сидят, загорают, потому что это достаточно такая южная сторона. Солнце весь день. Так, Роман, там где слон вверх ногами. Что это? В чем? Так, этот район Красного треугольника, или я ошибаюсь? Так, Роман, вы ошибаетесь. И про слона вы тоже ошибаетесь.
слон — это те 4 трубы. Это река Фонтанка. Это там у нас слон перевернутый, на Фонтанке. А красный треугольник — это обводный канал. А мы на Васильевском острове вообще. То есть это 3 разных локации. Какой-то тут тени-толкай нарисовался. Ёлочка своя, живая. А не как вот это вот сейчас в последнее время везде искусственные каркасы, треугольники ставят, пирамидки. И вот видите, здесь как раз окна горят, где-то открытые пространства. Вот там на 3-м этаже, возможно, чья-то квартира. Кто-то там арендует на месяц или на неделю, не знаю. Так, Василий Пупкин, привет, привет. Спасибо, что подписался. Видите, у нас слева уже залив начинается, ЗСД. Мы в самой оконечности Васильевского острова. Может быть, вот здесь такие французские балкончики сделаны. Возможно, там квартиры под сдачу. Это уж что ли? Возможно, там какая-нибудь фотостудия, может быть, чья-то мастерская. Вариантов здесь тьма, потому что собственников тоже очень много. И каждый по-своему организует. Так, Володька пришел. Добрый день, говорит. Хорошей прогулки. Привет из Ставрополя. Привет, привет. Здесь что за... Здесь тоже каток? О, здесь каток-то еще больше, чем в Брусницыне. Тут какая-то история. Как будто горка. Ну-ка-си. Чекнем. Сейчас мальца пропустим. Что-то он решил. А там горка? Горка закрыта. Подсказали нам. Да. Но, видимо, что-то не успели ее наморозить. Видимо, кататься не почему. По металлу не едет. Ну и все. А там наверху какая-то теплая, да, что ли? Что-то? Там погреться можно. Видите, все запотело, там можно погреться. Так, Володька говорит, что у них в Ставрополе плюс 6. Ну, а у нас минус, наверное, минус 5. Слушайте, здесь даже интереснее. Ты как-то катаешься не просто по кругу, а вот между деревьями лавируешь. Постараемся узнать, какие здесь цены на катке у моря. Обойду вокруг. Так, добрый день, с Рождеством. Спасибо. Мурманск минус 20, сочувствуем. Слушайте, здесь все в кабеле как-то интереснее. Даже, смотрите, даже горка вон большущая есть. И такое ощущение, что она платная. Потому что я вижу там турникет. А, абонентам Билайн бесплатно. Вот так сюрприз. Вот это, конечно, спасибо, но не искренне. Не буду здесь стоять. Вернусь вот сюда к едальням, к фудкору. Сейчас выйду по-другому.
Абонентам Билайн бесплатно. Поедешь? Девушка пытается какие-то пируэты показать. Почти получается, но, видимо, она в детстве занималась. Но детство прошло. В целом, если вы тут придете со своими коньками и перемахнете, я думаю, никто не заметит. Ну или просто потом вас никто не догонит. Главное, быстро коньками перебирать. И вот с таким урбанистическим пейзажным видом на все это можно полакомиться трудельниками, блинчиками, глинтвейном. Как раз вот здесь кассы на каток. А в ту территорию, двор, тут мы сейчас зайдем, сделаем круг. Все-таки продолжим двигаться вдоль моря, вдоль набережной. Так, чтобы выйти нам... Давайте ценник на каток покажу. В Баку плюс 8. Так, для Мурманска минус 20 это свежо, да? Это нисколько не холодно. Так, ну смотрите, цены, собственно, как есть. Чуть-чуть подороже, чем у Брусаницына, но здесь как-то и прикольней, думается мне. Так, посещение. Горка у моря. Вот еще и горка платная, видите? Ну что ж. Ой, как интересно, вот этот вот кубик. Это, по-моему, был раньше чуть ли не лифт какой-то, который под землю спускался. А может быть и нет. Но, по-моему, это лифт был. А сейчас вот монетизируют. Что? Идемте к морю. Здесь дороже. Тут как будто бы там вот даже лавочка, отдохнуть, посидеть. Просим вас покинуть павильон в течение 15 минут. Интересно, конечно, что там у них происходит. Это зона, где вы переодеваетесь. Здесь вы переодеваетесь, храните свои вещи. Теплая зона и выход. Ну, грубо говоря, вот, там кассы вы покупаете, потом через турникет проходите вовнутрь, переодеваетесь и на коньках по этому коридору под нами выходите на лед и показываете свой класс и мастерство владением коньками. Можете подъехать прямо к самому заливу, морюшку. Но опять же, тут вот кто-то спорит. Кто-то мне как-то в укор ставил, что типа, да это еще не море, да это еще не залив, да это вот еще вот не то, не сё. Это пограничье. Это вот прямо вот уже Нева впадает в залив. Опять же, кто-то не считает территорию, хотел сказать. Ну, в общем, местность от Васильевского острова до Кронштадта кто-то не считает это заливом. Только залив уже за дамбой. Ну, тут дело каждого. Конечно же, намораживают лед. А мы двигаемся дальше. Все узнаваемые персонажи. Куда же без них, как говорится.
Новороссийске сегодня плюс 11. Мы ждем плюс уже с дня на день. Завтра вроде как днем 0 обещают, и там послезавтра плюс 2. Нет-нет, да все подтает. Если сейчас я посмотрю, может быть, внутрь зайдем, посмотрим, что там сегодня происходит. Может, какая-нибудь очередная гараж-сейл, может быть, какая-нибудь тематическая жральня, кухни какой-нибудь из какой-нибудь страны или кухни мира. Бывает у них такое. На льду там опять вот, видите, точки темные, рыбаки рыбачат, судак идет, ловится, по крайней мере. Ну и вот это вот со шпилем. Черепашка только что подписался. Ага. Это старое здание морского порта. Видео, кстати, по этому зданию, по прогулке по нему есть на канале. Там интересная еще предыстория, как был некий конфликт с вахтером. Да, Роман, это уже у выхода Финский, да. Это не просто мост, это западный скоростной диаметр, часть его. То есть, видите, он здесь с одной стороны уходит на Ваську, чуть по Ваське проходит, и с Васьки уже туда, в район Кировского завода, улетает над островом Канонерским. Когда мы, опачки, стоять. Прикольная мозаика от Европа Плюс. Прям, видите, мозаика. Не нарисовано. Короче, ладно, я сейчас подключилась к Wi-Fi, буду искать катки, где есть. На сегодня, на завтра. Мы, в принципе, здесь могли бы сейчас прям пройти к вокзалу, но не пойдем. Сейчас закончим здесь прогуливаться по Севкабелю. Пахнет едой. Опять в этих зданиях организованы рестораны. Боюсь заходить внутрь вот этого цеха с таким моралом узнаваемым уже. Да, выставка Цой жив. Да. Притормаживает. Жаль. Кстати, вот тут был классная жральня, закрылась, не работает. Бургерная. Прикольно. Двутавр. Как будто двутавр. А может быть и настоящий. Такое бетонное перекрытие в виде барной стойки сделано. Облюбованная детьми какая-то шхуна. Не знаю, лодка. Вот выставка Цой легенда. Да. И там, когда, видите, две выставки. Лед жизнь, выставка экспедиция
видимо, покорение Северного Ледовитого океана и наверняка и, в общем, Арктики и Антарктики. Обоих полюсов наверняка. Зайдем? Пойдем, затопит, выйдем. Короче, друзья, да, решили так, что заходим внутрь, если начнет стрим лагать, то я сразу выйду. Посмотрим, что здесь. Ну, опять же, сразу же у нас с порога встречают едальни и какие-то магазины. Вот, поднимаясь по лестнице наверх, мы там окажемся на выставках. Справа у нас Лед Жизнь, слева Сой Легенда. Вот билетики, цены. Причем, как видите, цены отличаются при покупке на кассе или на сайте. Можно сэкономить. Плюс здесь, ну да, наверное, очередной какой-нибудь гараж-сейл или еще что-то такое. А может быть и просто рукоделие. Так, Василий Пупкин. Были в кабеле 2 раза и оба раза днем. Но впечатление вообще. Не впечатлил. Вечером, конечно, тут эффектно. Надо будет исправляться и в следующий раз прийти в сумерках. Ну, да. Все тут, видите, заиграло новыми красками. Да, здесь какое-то... Как будто бы прям производство. Но плюс, видите, сразу какие-то худи самодельные. Интересный стиль. Бережно. Интересно. Вот, ну, я так полагаю, что это собственное производство. Мелкие мануфактуры. Конечно же, поесть. Конечно же. Давайте, наверное, даже широкий угол включу, чтобы больше в кадр вмещалось красоты. Производство массажных аромамасел, колбасы. Не знаю, насколько вам интересно. Друзья, насколько интересно, насколько мне подходить ближе и показывать детальней. Вот игрушки напечатаны на 3D принтере. Причем прикольные, они все, как это сказать-то, гнутся, и они сразу так и напечатаны. То есть они неразборные, не собирабельные. Вот, Toy Dreams. Что, не висим? Так, кто-то тут. Шерсть, яка, кашемир, браслетики, докер-хедс, докеры всевозможных размеров, форм. Вот вот шапки докеры. Интересно. Люди узко специализированы. Вот, насколько вам интересно такой докер с ушками. Или еще шапочки. А почем докеры? По 3,5. Все? Да. И вязаные, и вот такие? Эти будут по 1,5, те по 3,5. Все, понял. Вязаные 1,5, а эти по 3,5. Какая-то бижутерия, но не буду на ней заострять внимание. Арома масла, арома свечи. Опять же, какие-то мелкие мануфактурные производства. Ювелирка. Приближу. А у вас это все чего? Сталь?
Нет, это серебро, 925 Серебро. проба, конечно, ручная работа. Украшения мы изготавливаем в семейной ювелирной мастерской. Все можно трогать, мерить, не стесняйтесь. Нет, я буду стесняться. Нет, а вы вообще не стесняйтесь. Если я буду не стесняться, это Это будет замечательно. будет Так страшно. что- Нет, нас Не, не спасибо, пугать. спасибо. Да, я когда не стесняюсь, я наглею сильно. Ой, вот это что это? Кому это? Друзья, как вы к этому пришли? Прикольное. Тебе нравится? Такое вот. Все нравится. А примерно в какую диапазон цен вот эти вот все на шею, на лицо, истории? Чокеры 4500, 5900 в таком диапазоне. А это сталь. Это сплав, серебро, медь, покрытие родий. Опачки. Также натуральный речной жемчуг, гематит. Вот. На какой еще раз? Речной. Да, речной жемчуг. На лицо и вот эти вот диадемки по 4200. Не все в одну цену. Вот там еще на лампочке тоже очень много вариантов. Ну, вот тут выход в свет, да, вечерний? С диадемой эти. Маринку такой заявишься. Ладно, спасибо. Соня. Так, вот тут шапочки тоже. Причем разные интересные нашивочки, а не какая-нибудь однотипная брендовая. Классно. Вот для любителей разводных мостов, возможно, Гарри Поттера, Звездных войн. Всем, кто ждет лета. Как? Все наше питерское производство. Вот эти будут самые теплые, мелкие машины вязки двухслойные. До минус И почем? 2000 ровно такие. А такие? Такие тоже по 2, эти 2500, 2700, 2300. Корзиночка сейла по 1,5 со старой коллекции. Ладно. Ну, блин, ну идея-то, друзья, классная, да? Вот с этими нашивками. И, ну, можно сказать, что будет только у вас. Потому что товар-то чуть ли не в штучном экземпляре. Можно еще заказать шапочку со своим собственным логотипом, если есть такое желание. А как с вами тогда связаться? Давайте я вам дам нашу открыточку. Мы как шляпа СПБ называемся. Вот, друзья, ищем шляпы СПБ. Есть Инстаграм. Телеграм. И, соответственно, в телеге списываетесь и... Спасибо. Я сейчас, к сожалению, не возьму, но на память у нас осталось. Списываетесь и все это дело под себя кастомизируете. Так, это что у нас? Зона для диджея. Так, ну тут у нас справа еда. Видите, тут, видимо, хамон или еще что-то. Это сыры. Хамон. Вот. Игрушки. Какие-то интересные халаты. Или как это правильно назвать. Прямо чапан пальто. 9000, пожалуйста. Привет, Узбекистан. О. А это что у нас здесь? Угу. Интересные принты. Прямо классно. Тоже уникальненько. И такой, знаете, плотная ткань. Не знаю, что за ретрика-шоп, но, видимо, это ребят производства. Кто смотрел «Битву титанов», здесь я Грут. Ну, интересненько. Каждый раз здесь на Севкабеле постеры. Причем, я не знаю, насколько это реплики, но
Я видел магазинчик, где продаются старые журналы, там чуть ли не вековые, где-нибудь из разных стран. Так, опять же, футболки, худи, муди, кенгурятины. Скорее всего, тоже петербургское производство. Вот QR-код. Пушка Студио называется. Урбанизация. Ну что, я на самом деле подспотел. Я двигаюсь к выходу. Там просят со спутницей познакомить. Спутница моя жена. Мой телохранитель. Модератор в чате. Бойтесь ее. Так, еще ковры. Цены, не знаю на что, но на разные размеры. Видимо. Тоже наверняка производство Санкт-Петербург. Прикольно. В Ретрику. Давайте я зайду еще в Ретрику. Мне хочется узнать у них, сколько их футболки. Мады, в общем, сделана с ностальгией. А можно у вас узнать по ценам примерно футболки, худи? Худи у нас нет, но футболочки в среднем 3790. Как? 2700? 3700. 3790. Но зато с уникальнейшим дизайном, с интереснейшими принтами. Пожалуйста, вот кто фильм «Леон» там, например, или еще что-то. За футболку 3790, пожалуйста. Ну и как это может конкурировать? Может ли вообще это конкурировать с массовым производством? Хочется узнать. Так, мне надо сделать остановку, включить Powerbank. Там вот еще... Так, подержите, пожалуйста. Просто... Powerbank сейчас достану, провода. Надо подогреть телефон. Мы уже больше часа ходим по морозу. Я не знаю, только пошла ли зарядка. Тогда пошла. Ну и заодно тогда селфи-палку подогреем. Все. А, прикольно. Не, держи. Не то выдернул. Обходишь стену, она сказала. Вот это мужское, женское. Там же, только левей. Ну, Туда? дальше, да? Прям? Так, все, идем на выход. Там уже должно стать гораздо темнее. Ну, для богатеньких деток, ну, не знаю. Может быть, и на туристов, знаете, тоже ориентировано, что привезти что-то из Петербурга уникальное. Так, пройдемся все-таки еще по этому двору, я вам обещал, и к выходу. Получится, что мы весь Севкабель обойдем. Если куда-то вдруг персонал куда-нибудь понадобится, напиши мне. Так, почему, чего, почему
ценников нет. Ну, потому что это, видите, собственное производство, сами продают, сами себе цену назначают, видимо. Где-то ценники есть, где-то нет. Ну, а чё? С утра одна цена, в обед другая, в конце дня третья. Как на рынке. Продавец сам назначает цену. Ибо он сам это сделал. Ой, какой-то тут домик ледяной. Ну, судя по названию, это кто-то из девелоперов, строителей. ЖК строит. Сейчас, если мы туда до конца дойдем, это мы опять окажемся на катке. А как говорится, повторяться я не люблю. Мы сейчас сделаем разворот на 180. Да. Тем более еще и ветер какой-то. Ну, все, идем, опять же. Детский этаж. Что-то там есть для детей. И бистро и рестораны. Поесть, попить. Вы, как говорится, отсюда голодным-то не уйдете. Было бы желание и кошелек. Потому что тоже цены, по большому счету, такие. Выше среднего, я бы сказал. Вот в этих всех заведениях. Опоздала к началу. Елена говорит, что за мишень появилась наверху чата. А что за мишень наверху чата? Елена, это не знаю. Это все приколы Ютуба. Есть же какие-то там супер сообщения в чате. Платные для спонсоров. В России это не работает. Насколько мне известно, это работает для Европы. Так что, если вы смотрите не из России, то можете оформить платную подписку на канал. Спонсорство, так называемое. А мы выходим с территории Севкабеля. Идем в сторону Большого проспекта Васильевского острова. Елена, я понял, но это все функционал Ютуба. Там, если вы это нажимаете, там, в принципе, все должно быть понятно. А если непонятно, то не обращайте внимания. Все просто. Не принципиально, как говорится. Ага, что здесь? Была, видимо, своя котельня когда-то. Труба сохранилась. Но не обязательно. Можно же и на восток двинуться. Можно и в Австралию скакнуть. Можно и в Южную Америку скакнуть. Мир, не Россия. Вот и все. Ведь против нас тут все ополчились. Самое прикольное, что здесь есть, а уже нету. Вот за этими окнами раньше была пивоварня. Ха-ха. Больше нет. Печальненько. Прикольный принт. Так, как жалко, что такой грандиозный завод отдали под такую фигню. Ольга, я не то чтобы вам сказал бы, мнение каждое нужно, мнение каждое важно. Завода не стало, понимаете? Не стало завода. Под что тогда ее отдавать, территорию эту? Вот как владельцам надо было распорядиться по-другому. Давайте вы решите за владельцев. Опачки, ничего себе. Вот этого домика, когда я последний раз здесь был, еще не было. Был я здесь весной. Вообще этого не было. Как такового, вообще как класс
не существовало этого дома здесь. Вот это ущерб. Здесь классная была площадь, классная такая сквер, такой сквер, такая зона. Она ограничивалась вот этим доходным домом, и она туда двигалась, ну, прямо. А сейчас, как бельмо на глазу, вырастает вот этот непонятный дом. Наверняка он будет красиво задекорирован, оформлен, и вот это все. Но это просто непривычно. Итак, мы вернулись к тому месту, где я вас спрашиваю, а куда нам пойти дальше. У нас впереди старое здание морского вокзала. Там территория бывшего Ленэкспо. Из-за Ленэкспо подводная лодка музейная. Или мы пойдем на Средний проспект, на Большой проспект, пройдем мимо Эр-Арты, это музей современного искусства, площадь имени Кирова, ДК имени Кирова. Глаза-то, видите, вот глядят везде. Я могу куда угодно. Только я вижу, что территория морского вокзала плохо подсвечена, и сам вокзал-то не очень красив, а уже все-таки темнеет. И какой вот этот диссонанс, да? И вот такой домик, нате вам. Какой-то прям дворец в миниатюре. Какой-то непонятного назначения. И тут же вот эта вот штука строится. И тут же вот была заправка когда-то. Сейчас ее разбирают, Лукойловская. И Большой проспект Васильевского острова. Мы можем зайти внутрь морского вокзала, старого здания. Он уже как вокзал не функционирует. Можем зайти, попробовать поссориться, поругаться с вахтером. Она это очень любит. Подводная лодка, да. Открой карту. Карту. Подводная лодка Д2 Народоволец. Там музей. В сам музей-то мы, конечно, не зайдем, мы пройдем мимо. Но я смотрю, что тут темненько. И будет ли вам интересно лицезреть территорию, не подсвеченную бывшего Ленэкспо, пока мы идем в город? Все. ТВ Граппе все решил. В воде летом и весной. Отлично, договорились. Вот это я понимаю. Весь вопрос есть ответ. А вот это вот, куда глаза глядят, ну, слушайте, у меня они на 360 смотрят. Такую активность в чате я поддерживаю. Тогда что? Ну, идем пока по Большому. Там гусары, ничего не подумайте, по Большому проспекту. Вот была отличная фасадная часть здесь, но нет, вот какой-то домик влепили. И опять же, он буквально вырос как на дрожжах, что называется. В очередной раз подтверждает тот факт, что были бы деньги. И все быстренько сразу строится. Перейдем на Большой проспект на светофоре.
на остановке стоят, ждут автобус. Да, видимо, надо уехать к метро. Те, кто посещал здесь Севкабель и Брусницын. Брусницын, господи, почему Брусницын, я все говорю. На БП. Окей, ну на БП мы уже на БП, все, Володька, отстаете. Где стоит Полтава? Нет, Полтава нет, вы путаете. Юра, нет, Полтава стоит рядом с новым морским вокзалом. А это старое здание. И они не совсем-то и близко. К Полтаве я подходил летом уже, кстати. Значит, так, сейчас будем двигаться в сторону станции метро Василеостровская. По Большому проспекту, может быть, на Средний выйдем. Даже, скорее всего, на Средний выйдем, но пройдем через Эрарту. Кто не знает, что такое Эрарта? Объясняю. Все вы знаете, что есть Эрмитаж. Кто-то его называет Зимним дворцом, но Эрмитаж — это что-то больше, чем только зимний. Это целый комплекс зданий. Есть Русский музей, в который тоже входит несколько музеев. Все они объединены под эгидой Русского музея. То есть я просто вам рассказываю сейчас, как я для себя это все дело классифицирую и позиционирую. Так, Егор передает всем пламенный привет из Тюмени и поздравляет с Новым годом, Рождеством. Еще вы это можете делать через донат. Это выйдет на экран большущим сообщением. А еще, возможно, даже голосовым. Ох ты, бог ты, это красота. Реставрируют очередной храм. Когда-то это была база тренировочная подводников. Там внутри стояла большая цистерна, имитирующая какую-то там глубину, большое давление. И спасатели, подводники там отрабатывали навыки и умения. А сейчас вот обратно РПЦ вернули и реставрируют. Он даже раньше был темно-коричневого цвета, а сейчас его, вот видите, покрасили в такой нежно-желтый. Ну, по крайней мере, в этой подсветке он таким кажется. Так вот, что я там говорил? Про Эрарту. Про Эрарту. Да-да-да. Для тех людей, которые совершенно никак к искусству не имеют никакого отношения, я бы посоветовал такую очередность. Когда вы приезжаете в Петербург, вы сначала идете в Эрмитаж. Вы смотрите на произведения мировой художественной культуры, живописи. Там же не только живопись, но и еще скульптуры есть, интерьеры, секция там античности, Древнего Египта и всего вот этого. То есть, так скажем, набираете базу. Потом идете в Русский музей. Это будет ли Михайловский дворец, это будет ли Инженерный замок, это будет ли Мраморный дворец, неважно. Вот все, что под эгидой Русского музея, потом вы идете туда, потому что вся русская изобразительная культура, или как, ну, все, что наше уже исконное, типа, да, оно так или иначе все равно базируется на мировой культуре. Это очень много заимствований, преобразований. Сейчас это все
перерастает в... Как это слово-то забыл? Господи. Компиляцию, когда не просто заимствование, а ты еще и заимствуешь у многих и компилируешь, выдаешь за свое. Так вот, и только после Эрмитажа и Русского музея надо идти в Эрарту. Потому что Эрарта — это уже современное искусство. И не понимая, и не зная, вообще не представляя, так скажем, базы, да, фундамента, вы там ни черташеньки не поймете. Вы и так-то, скорее всего, не поймете. Лучше как-то там с экскурсоводом что-то замутить, придумать. Гранд-макет скажу. Вот. Соответственно, не рвитесь сразу в Эрарту. Да, как бы, возможно, какая-нибудь пафосная история, и вы захотите туда вперед, батьки в пекло, туда полезть. Но нет, не рвитесь. Постепенно впитывайте. И вот эти все музеи, ну, я бы или с экскурсоводом советовал вам, или все-таки какие-то аудиогиды, пусть это там, в том же Эрмитаже или в Русском музее аудиогид, или в мобильном приложении типа Easy Travel, или, возможно, других, такие интересные домики. Потому что прийти и просто посмотреть — это одна история. И она достаточно скудная, бедная. Надо понимать. А чтобы понимать, надо, чтобы кто-то рассказал. Поэтому я за то, чтобы вся эта история была с экскурсоводом. Смотреть, гулять можем вот просто по Петербургу. Но я тоже бы держал при себе телефон мобильный и постоянно что-то гуглил. Про район, про дом, про дома, про улицы. Это интереснее. Про Гранд-макет Россия. А что сказать, Юрий Алексей Юшин про это написал, да? Да. Он есть, он шикарен, он стоит того, чтобы посмотреть, но весь вопрос цены. Готовы ли вы потратиться? Если да, то прям, да, советую, там классно. Там он прям с каждым годом увеличивается, диорамы прибавляются, и там не просто какая-то статика, а там динамично все, там что-то двигается, что-то ездит, что-то светится, там день-ночь меняется, подсветки включаются, там прикольно. И что самое главное, как я сказал, с каждым годом все больше и больше. То есть там Гранд-макет, он не стоит на месте. Их наверняка ограничивают только площади, но с этим они вопрос решают. Опа, первый донатик, Егор. Спасибочки. Видите, у нас тут змейка. Это год змеи у нас ведь все-таки. Пламенный привет из... Вот, а из откуда не влезла. К сожалению. Блин, а почему не влезла? Так, я сейчас... Так, стоим, я немножко подправлю размер. Так, что у нас там? Ничего не пропало? Чин-чинг. Так, елка пропала. Секунду. Пытаюсь вернуть елку. Так, елка не хочет возвращаться. Да чтоб ее. Очень сильно слышно на дороге.
Так, вот, Егор из Тюмени. Так, пока мы идем вдоль дороги, я включу микрофон. Тут хоть какой-никакой, но шумодав должен быть. Вот классный дом, опять же, в стиле начала 20 века, такой промышленный, но как будто бы и дворец. Вроде строили его начало, конец 19-го, начало 20-го строительства. Но прямо как как замок, да? Так, в Эрарте при покупке билета открывают личный кабинет с аудиогидом. Билет на год с неограниченным количеством посещений. А я думаю, что они мне постоянно шлют уведомления, что там у вас скоро закончится, у вас скоро закончится. Но, по-моему, а что билет на год? Раньше у них был абонемент отдельно, да? Ты абонемент покупаешь на год и ходишь. И это было удобно, когда у тебя много родственников, которые живут не в Петербурге, они к тебе приезжают, а у тебя всегда задача, а куда бы их сводить? И, имея абонемент, ты всех водишь в Эрарту. Для тебя это бесплатно получается, ну как, не накладно. И все. Ну вот так и было, что мы с женой пошли в Эрарту, сходили. Но и мне потом Эрарта спамила, что там новая выставка то, новая выставка сё, потом у тебя заканчивается билет. А ей такого вроде не приходило, да? Не приходило ведь? Нет. А мне приходило. И получается, что, у меня был годовой билет, а у нее нет, что ли? Хотя мы в один день на одно и то же ходили. Вампирский замок прямо, говорит Роман. Ну, блин, ну да, прям вот. Ну, приколдесно. И что самое главное, никакая штукатурка не отваливается. Никакая лепнина не портится. Этот кирпич вечный. Классно. Как вам украшение? Сейчас вот на следующем уже перекрестке мы свернем налево. Здесь у нас по левую руку территория больнички. Карта. Территория больнички. Покровская, вот, да. Покровская больница. Много корпусов, разные отделения. Есть корпуса и советского времени, есть и дореволюционные, как вот эта трехэтажная с куполом. О, даже над входом там, над арочным окном написано Покровская больница. Как раз опознавательная такая у нас вот за Покровской, вот эти два больших здания высоких. Я, в принципе, по ним ориентируюсь, потому что они тут над всеми домами издалека видны. Я знаю, что рядом с ними как раз у нас Эрарта находится. И ДК имени Кирова. Про ДК имени Кирова не знаю, что сказать, на самом деле нечего. ДК и ДК очередной, только такой громадненький, потому что все-таки товарищ Киров для Ленинграда советского был фигурой знаковой. Можно сказать, что здесь все носило его имя. И стадионы, и площади, и заводы, пароходы. Так, Антонина подсказывает, что сейчас билет дает еще и скидку в их кафе. А кафе, которое на территории самого музея или при музее есть
кафе, потому что, ну, я понимаю, что если ты попадаешь в Эрарту, то у тебя все равно есть, ну, у тебя автоматически есть билет. У каждого, кто в Эрарте, есть билет. И, соответственно, скидка как таковая не нужна, потому что у каждого есть. Чем бы лучше, чем бы хуже. Что-то я не совсем это понимаю. Так, это еще... Да, мы на Васильевском острове, мы с него сегодня никуда не уйдем. Мы ходим по Ваське. Васильевский остров громадный. Опять же, тут немножко подушню и скажу, что Васильевский остров — это несколько островов. Ну, если так, географически вы посмотрите на карту, как минимум на Васильевском острове есть река Смоленка. Соответственно, есть левый берег Смоленки, есть правый берег Смоленки. И Смоленка делит, получается, сушу на две части. Вот левая часть, это большая, это сам Васильевский остров, а правая — остров Декабристов. Когда-то еще было 3 острова, но случился намыв рукотворный. Все это объединилось. Остров увеличился. Русло Смоленки изменили, спрямили. Как раз сразу после кладбища Смоленского, буквально в 100 метрах, Смоленка идет по прямой прямо в Финский залив. А раньше уходила направо. Так вот, да, мы на Васильевском острове, и отсюда сегодня мы никуда не уйдем. Мы будем ходить по нему. Прямо по курсу, вот мы свернули, прямо по курсу у нас как раз тот самый ДК имени Кирова, громаднейший ДК. Из современного и примечательного, вот в этой башне, которая справа, была когда-то репетиционная база группы Король и Шут. Так, Роман говорит, что знает, что там улицы линиями называются. Все верно. Позавчера мы гуляли. Я шел от станции метро Лесная. Это Выборгская сторона. Шли через Петроградскую сторону. Оказались на Василеостровской стороне. Ну, короче, видите, у нас Выборгский район, Петроградский район, Василеостровский район. И вышли в Адмиралтейский район. Район Исаакиевской площади, Исаакиевского собора. И как раз когда я шел по Ваське, тоже был, кстати, вопрос, почему линии, а не улицы. Там я уже отвечал и эту тему поднимал. Вот. Вышли к ДК имени Кирова. И слева вот это здание за деревьями, за этими, не знаю, тополями ли или чем, с подсветкой, это тот самый музей Эрарта. Почему-то мне помнится, что 4 этажа, но я сейчас вижу 5 этажей. И это все одно здание, один громадный музей. Вы заходите, и в вашем распоряжении все 5 этажей, ходите туда-сюда. Даже, может быть, маленький совет. Приходите в Эрарту со своими домашними тапочками. Потому что даже если сейчас вот зимой, ну, в тяжелой зимней обуви будет очень некомфортно вам такое количество времени там наматывать километры по Эрарте. Так, как вы интересно все рассказываете. Я только сегодня вас обнаружил, подписался. Хороший контент для тех, кто любит Питер, как и я. Да, Роман, спасибо. Так вот, про тапочки. Берите с собой тапки. Вот я не помню, как сейчас, может, сейчас подскажут, но раньше гардероб был в подвале. Были шкафчики, где вы сами все свое вешаете, складываете и на кодовый замок ставите. Вот. То есть вы там можете всю обувь свою оставить
и одев тапочки, просто спокойно, с комфортом походить по музею. Потому что, ну, это вот каждый этаж, это вот туда-сюда, туда-сюда, прям как это, по лабиринту. Это, во-первых, большое количество времени, во-вторых, большое количество шагов, ну и просто комфортно. И ничего зазорного. Так что вот имейте в виду. Так, сейчас я приближу. Что-то вывеска у них не подсвечивается. Почему-то. Музей и галереи современного искусства. Там же у них есть магазинчик. Так, Нурлан у нас опять ворвался со своими смайликами. Нурлана не будем блокировать? Пока, говорят, не будем. Но, Нурлан, имей в виду, пока ты не Сабуров, ты под прицелом. Шучу. Так, пройдем вдоль ДК. А там за ним парк. И через парк выйдем на Средний проспект Васильевского острова. И пройдемся по Среднему. Вот, да, Андрей тут вписался. Ну, не просто же Горшинев, а вся группа. И они чуть ли не до последнего, пока не разбежались, каждый по своему проекту. У них репетиционная база была здесь, в ДК имени Кирова, там в башне. И причем я видел объявление, сдавалось в аренду то помещение, несколько этажей в этой башне. То ли под кафе, то ли там, ну, под разные варианты было написано. Опять же, возможно, кто-то задается вопросами, а где все люди, а где эти толпы? Ну, отвечу традиционно, все на Невском, все на Дворцовой. Так, кафешка, слава богу, вот Скуратов называется. Это, видимо, в честь прокурора. Так, не видно, да, вот Скуратов. Кафешка интересная. А так, вот эта площадь вся внутри ДК имени Кирова сейчас здесь пустует. Видите, там пустовато. Хотя интересные вот лестницы наверх уходят с деревянными балясинами, такие, знаете, прям яндовые, прям вот в советское время, ну вот оно с тех пор, как ДК построен, прям чувствуется мощь Советов, вот этот вот гигантизм, масштабизм. Так, Игорь, тапочки под цвет брюк выбирайте, чтобы не сильно это диссонировало. И но поверьте, вам будут завидовать. Такое интересное, непримечательное вывеска. Дворец культуры имени Кирова. И все, и как бы, ну, все понятно, окей. Но имеется памятная табличка. Охраняется государством по традиции. В 30-37 годы 20 века. То есть через 5 лет, можно сказать, здание будет отмечать столетие. Ничего себе, там какой-то кусок самолета Як-40 стоит. Плохо видно, вот видите, такой круг. Это носовая часть, кабина Як-40. Видимо, может быть, кружок авиамоделирования здесь, не знаю. Так, Нурлан там опять развлекается. Да, это Нурлан там все?
Ну, нарываетесь, господин хороший. Может... Ну ладно. Мне кивают, говорят, что пусть. Такая собака, конечно, лопоухая. Вот этот корги стояла слева. О, зимний музей, фабрика елочных игрушек. По-моему, в прошлом году они тоже были. Вроде заходили. Как, друзья, хотите зайти на зимний музей? Я думаю, раз музей, то может быть и какой-нибудь вход платный. С обратной стороны. Что-то куда-то стрелки все ведут, но это... Нет, там точно не авиатренажер, потому что там как-то мало проводов. Ну, хотя, может быть, я не берусь на 100% утверждать, но... Возможно, для детей, как в какой-то минимальной комплектации, чистая имитация полета, взлета, вряд ли там полный набор всех приборов и стрелок, так еще назвать. Да, охранника там вообще все равно. Главное, чтобы вы там не голышом ходили. Что там охранник? Вообще ехала-болела на охранников. Пусть он... У охранника одна задача — охранять общественный порядок. Если ваши тапки не нарушают, а можно пойти же не просто там с тапочками такими обыкновенными клетчатыми, а какой-нибудь веселый в виде каких-нибудь ног динозавра или Халка или еще чего. Я утверждаю, вам будут все завидовать. И, возможно, вы будете, как вариант, объектом современного искусства. Это же как-то был случай в каком-то музее, где была вот очередная выставка современного искусства. Там уборщик, то ли уборщица, тут неважно. В общем, кто-то, сотрудник клиринговой службы убрал какой-то арт-объект. Убрал, потому что думал, что это мусор. А это был арт-объект. Чуть-чуть, на секундочку. Вот и думайте, а что такое современное искусство? Насрать в углу и сказать, что это арт-искусство, каждый может. И подтверждение тому, вот эта вот картина, которая была продана какая-то за космическую сумму, где банан скотчем приклеен к стене, это арт-объект, здравствуйте. Причем этот товарищ, который там чуть ли не за 1,5 миллиона купил эту картину, ну, могу ошибаться за сумму, ну, как-то дорого. Тут же этот банан съел. Типа вот так вот. Такой вот у него был перформанс. Я думаю, заблокировать. Но он надоел. Ну ладно, временно. Нурлан, временно вам это замолчать приказываем. Да, ну вот, соответственно, про арт-объекты. Настолько это все непонятно и, ну, с одной стороны непонятно, опять же, в контексте. Если ты не знаешь контекста, если ты не знаешь базы, опять же, современного искусства, это же все равно отсылка к чему-то. Как я и говорю, вот, как по мне, все современное искусство — это некая компиляция прошлого. Да, то есть ты не знаешь, что это и как это можно интерпретировать, и поэтому ваши тапочки, возможно, тоже окажутся кем-то
интерпретированы как арт-объект. Почему бы и да. Ой, прикольно, пахнет дымком здесь в парке. Видите, вот это мы прошли маленькое здание одноэтажное. Так, ага, Юшин говорит, что Иван Ургант продал книгу с пустыми листами. Да, это, слушайте, да, он прям продал ее. Я про эту книгу знаю, так как я ее видел на одной телепередаче, он там интервью давал про Петербург. Там, в принципе, интересная такая передачка была, он там стендапил, что называется. И как раз там якобы были главы из этой книги. Но это книга действительно была просто с пустыми листами. И что, вот я эту книгу видел. Там обложка, все это красиво. Супер обложка вроде даже была. И чего? И он ее продал. И что, кто купил? Так, я не там пошел, поэтому идем к выходу из парка. Ну, книга с пустыми листами — это все равно, что тот самый банан, приклеенный на скотч к стене. Ну и такого множества непонятного может оказаться в Эр-арте. Там есть как постоянные выставки, которые уже много-много лет без изменений, так и постоянно есть временные выставки, залы с временными выставками. Поэтому еще туда интересно ходить в течение года. Вышли на Средний проспект, движемся в сторону метро. Открой карту еще раз. Здесь вот что такое интересно? СКА. Это плавательный бассейн. Прикольно, там крыша такая. Прозрачный. Короче, бассейн, ладно. Все эти продажи — это фуфло. Юра, Юра тут специалист. Ни в коем случае обидеть не хочу, но я придерживаюсь такой версии. Если ты чего-то не понимаешь, то, отрицать это неправильно. Может, все-таки есть какая-то глубокая сакральный смысл там для чего-то. Но это как, вот, затронул тонкую тему, как религия. Да, для верующих это сакрально и неприкасаемо. А для неверующих, шутить на эти темы или еще что-то, это же так же самое, как с красотой, да, в глазах смотрящего. Также и оскорбление. Только как оскорбление? Ты можешь только оскорбиться, да, на что угодно. Но оскорбить нельзя. Также и вот принять что-то можно, а что-то, нельзя. Но если ты это не понимаешь, просто отойди в сторону и все. Зачем говорить, что это говно там или херня? Или фуфло? Для вас. Так и пишите. Все эти продажи для меня фуфло. Все понятно. Так. За разговорами проходим одно из зданий Санкт-Петербургского горного института. Точнее, тут написано университета. Сорямба. Не хотел никого оскорбить. Заранее приношу извинения, если что. У нас же эра извинений. Все тут за что-то извиняются. Вот смотрите, тоже я сейчас оборотную сторону медали снегативлю и разовью тему. Иван Ургант делает книгу с пустыми страницами, выставляет ее на аукцион. Кто-то через аукцион
деньги, ну как, покупает эту книгу, и деньги идут на благотворительность. Человек, благотворитель, уходит от налогов, там или еще схемки какие-то, возможно, деньги через фонд тоже как-то пилятся. Соответственно, один из вариантов использования благотворительных фондов — это все-таки отмывание бабла, легализация нечестно заработанных. Может быть, кто-то вот прокрутил эту аферу. Это очень трудно все доказуемо. А публичность — это, с одной стороны, если хотите что-то спрятать, спрячьте это на видном месте. И все. Ну вот да, Юра, согласен, когда пишешь не все понятно, я имею в виду, что для вида эти продажи. Ну вот то, о чем я сказал, да. Так, Павел говорит: добрый вечер. Да, добрый вечер, я диспетчер. Что там у нас со звуком? Ага. Звуковая инспекция пройдена. Ага. По левую руку вот за этим желтеньким зданием виднеется невысокая темная с трубой. Это у нас опять же там с подсветочкой несколько корпусов трамвайного парка. Но боюсь ошибиться, но, по-моему, трамвайный парк номер 3. Что там на карте? Трамвайный парк номер 3. Вот выезд как раз из трамвайного парка. Да, трамвайный парк номер 3, все правильно. Опять же, не ошибусь, но если ошибусь, то поправьте. Это первое трамвайное депо в Петербурге, даже еще в дореволюционном, потому что самая первая ветка метро была как раз от Адмиралтейского проспекта через Дворцовую площадь, через... Ой, совру, вот тут, наверное, Дворцовый мост, может быть, и по льду ходил первый трамвай сюда, на Васильевский остров. Блин, надо было дорогу там перейти, но заговорился и не сделал этого. Сейчас трамвайный парк не функционирует как трамвайный парк, как трамвайное депо, по-моему, не функционирует, но функционирует как музей. Поэтому всем любителям истории и городского общественного транспорта, вот я, в принципе, рекомендую сходить на экскурсию сюда, в трамвайный парк на Васильевском острове. По-моему, что-то в районе 19-й линии здесь. Вот вход здесь проходная. Сейчас нам, если повезет, мы увидим несколько трамваев, которые торчат из ворот. Но может быть нет, потому что все-таки зимой они все загнаны внутрь, чтобы тепло не выпускать. Хотя вот видите, один трамвайчик стоит прямо на улице с заворотом таким. Вот он, за воротами. Он за воротами и сам он за воротом стоит. Что это? Всероссийская геологическая библиотека. Ага. Так, что, тут трамвайчик просто красивенький. Ну а вот там уже, видите, впереди за воротами, кстати, выглядывает и новый, ну не знаю, Довлатов это или Достоевский. Ну, в общем, новый стиляга, который буквально пару лет только ездит по Петербургу. А так летом здесь еще вообще несколько трамваев выглядывают разных эпох. Так, черный квадрат Малевича тоже. Ну, это, блин, это черный квадрат. Да, не могли принять, потому что это надо было осознать. Это же все кубизм, экспрессионизм,
Кандинский, который вот в этом стиле чудил, где-то эти все формы, фигуры. Так, мы тут проходим Всероссийскую геологическую библиотеку. Красивое здание, но, по-моему, современное. Но могу, ошибиться. Настолько не знаток. Не изучал этот вопрос. Движемся дальше. Так, вот он, указатель линии. Ну, указатель, да. Вот, я говорю, 18-19 линии. Все, так что трамвайный парк на 19 линии. Средний проспект, пересечение Среднего проспекта и 19 линии. Вот, по правильному. Район Васильевский остров. Находимся идем по Среднему проспекту. Здесь у нас перекресток с 18-19 линиями. Опа, тут у нас светофор еще подфартил зеленым. И движемся в сторону станции метро Василеостровская. К 6-7 линиям. Надеюсь, обратите внимание, что по ходу приближения к станции метро количество людей будет увеличиваться, а тротуары сужаться. Ну и здания, скажем так, стареть, потому что развитие Васильевского острова было от Стрелки к нам навстречу. То есть здесь сейчас проходим еще советские домики. Ну вот только сейчас начинаются уже дореволюционные, но такие попроще, подешевше. Пройдусь пока немножко без комментариев. Отдохну. Да и вы от меня.
вариант можем сейчас шмыгнуть где-нибудь через проходной двор, маневр совершить. Как вариант. Конечно, для меня всегда это вот примечательное сочетание советского архитектуры и дореволюционной. И также вот дом напротив. И следующий вот дом с башенкой. Некий диссонанс. Как будто бы. Что-то здесь на Среднем проспекте совершенно без украшений, без украшательств новогодних. Как-то грустненько. Улица называется Средний проспект. Васильевской стороны, Василиостровской стороны, господи. Ну или Васильевского острова, если хотите. Сейчас покажу вывеску на доме. Нет, аптека Пеля на 9-й линии. А нет, отставить, на 7-й. Что я там перескочил. Аптека Пеля на 7-й. Мы только что прошли 14-ю и 15-ю. Так, время 6:50. Интересно. А мы в 3 вроде начали, да? Там с 3:10, 3:15, что-то такое. Ну, так, что-то вопроса не совсем понял. Так, мы не замерзли. Мы не замерзли? К вечеру потеплело. К вечеру как будто бы потеплело. Так, вопрос. Планируется ли в рамках памятной даты какие-то съемки с мероприятий на военную тему, запятая весной? Так давайте вы конкретика. Про какую дату вы говорите? У нас для Петербурга впереди памятных дат очень много. Это прорыв блокады, это снятие блокады. Ну, это там 9 мая, 23 февраля. Там вы на военную тематику вы что имеете в виду? Конкретнее, сколько вешать в граммах? Тоже классный дом. После реставрации очень красивечно получается. 5:50 время. Ну, видите, мы тут нагуливаем прям не рекорды, но долго. Вольчик на каждом шагу, конечно. Я хотел номер дома показать и название улицы. Сейчас. Я к тому, что мы тут уже почти 3 часа гуляем, ну 2,5 как минимум. А донатов было мало. Вот проезжает трамвай номер 6. Классный маршрут, исторический. Вот всем рекомендую на нем покататься.
Зимой можно как раз именно на новеньком стиляге поехать, а летом выбирайте вагоны, трамваи, в которых открываются форточки, прям вот, ну, нараспашку открываются, чтобы вы прям руку выставили, телефон, там, голову, вот это все с ветерком, чтобы вы волосы назад. Потому что в стилягах они не открываются так, там только на определенный угол открывается форточка, вы там ни телефон не выставите, ничего не сфоткаете, ничего не снимете. Вот. А из-за стекла смотреть не всегда интересно. Так что вот летом, где ссылка на донат? Ссылка на донат в описании к видео. Есть QR-код на экране прямо. В чате ссылка появляется. По-моему, я максимально намекнул. Мечтаем. Классная кафешка с прекрасными вкусными пироженками. И также проходим театр на Васильевском. Сразу же здесь вот вход, афиши, касса, репертуар на январь. Ставьте на паузу. Вот что-то можно по пушкинской карте для учащихся со скидкой сходить. Комедия «Горе от ума» или от курантов, не знаю. Трое на качелях. Когда-то были в лодках, теперь на качелях. Так, подождите, что-то вы все, Роман, в кучу. Так, Кировский завод и Дорога жизни. Это, по-моему, Дорога жизни называется Ладожское направление, в сторону Ладожского озера. Дорога жизни. А Кировский завод у нас немножко с другой стороны. Чуть-чуть. Поэтому историческими маршрутами, но опять же, вот что в это понятие я вкладываю, исторический маршрут. Чтобы сейчас никого не путать, те трамвайные, ну вообще те маршруты общественного транспорта, которые идут через историческую часть города. Сам маршрут исторический не в том плане, что он когда-то был 100 лет назад, и вот до сих пор трамвай также и идет. Нет. Одни и те же номера со временем меняли маршруты. Даже тройка поменяла много раз маршрут, шестерка поменяла много раз маршрут. Там 36-й, наверное, который в Стрельню идет. Ну, наверное, он не менял. Хотя, может быть, тоже менялись. Как по каким-то другим улицам или начало маршрута, кстати, менялось. Начало маршрута менялось, да. Трое накачали. Мам, чего? Да ничего, она ушла уже. Садись уже. Вот. Так что понятие в моем понимании, которое я закладываю в названиях, исторический маршрут, это те маршруты, которые идут через исторический центр. Это все-таки тройка, это number one, ну и number two, это 6-й. Вот какой тут мамкин дранник на джипе приехал, на папкином, наверное. Это теремок. Потом можно в теремок. Так, Николай передает всем привет. Так, Мельников, ну в общем трамвай ходит. Так, секунду, я пропустил. Трамвай ходит туда, где стоит блокадный вагончик трамвая, памятник в эту сторону. Ну вы, наверное, про 36-й. И там не совсем уж и блокадный, но это вот район метро Автово. Там парк, я не помню, парк номер 6 может быть, но могу путать номера.
Там есть, да, на проспекте Стачек есть трамвай памятный, стоит. И вы, наверное, говорите про 36-й маршрут, который идет, по-моему, от Нарвской до Стрельни. Я на нем тоже катался, тоже видео есть, посмотрите. Прекрасная летняя прогулка. Там же чуть-чуть кусочек Стрельни есть. Тут сейчас может быть начаться холивар на тему, склоняется ли название Стрельна. Можно ли говорить Стрельня, я на конце. Тут люди... Так, друзья, по традиции загляну во двор. А то мы тут ходим по Петербургу, а ни в один двор-колодец еще не зашли. Надо исправить ситуацию и показать вам, а как оно во дворах-то все-таки. Вот вам на самом деле даже не оборотная сторона Петербурга, а натуральная, не парадная, и которой больше-то всего. И зачастую, возможно, ух ты, тут китайская кухня. И тут мы на проспект выходим. Все заметили, где китайская кухня? Вот сходите. Надеюсь, вас там тараканами не накормят. Китайская кухня. Может, туда? Чуфальную такую зайти, где повар выходит тут же покурить и этими же руками готовит вам свинину в кисло-сладком соусе. Не дай бог. Ну, не совсем колодец, но двор плюс-минус тот самый. Давайте все-таки я вас здесь у метро не брошу, а мы пройдемся немножко чуть дальше, чем станция метро Василеостровская, через дворы. Давайте проведу вас чуть-чуть через дворы, проходные. Мы с 6-й линии пройдем через дворы на 5-ю. А если я вспомню, то, может быть, и до 1-й дойдем. Чуть-чуть еще. Ну ладно. Мне говорят, завязывай. Вот, уже справа вот эта синяя подсветка говорит нам о том, что... Ну, сама-то подсветка не говорит, это я вам говорю. Станция метро Василеостровская. Так, я недавно по 40-му маршруту катался на Достоевском. Для меня нонсенс, что по 40-му Достоевский идет. По-моему, у нас только 6-ка и 3-ка этими оснащена трамваями. 40-й должен быть старый. Старые вагоны должны быть. Чуть-чуть еще пройдем до следующей и вернемся. Так, вопрос в студию. В Питер FM много локаций показывали, вообще много сейчас связано тут и... Вопрос. На 1 миллион. Ну или хотя бы на пару донатов. Я сейчас выступлю в роли вымогателя. И вымогать буду следующее. Донаты Сбербанк через VPN не дает. Ну тогда... Проходите, что вы. Мы просто стоим. Вот. Стеснительные люди. Прелестно. Тогда можете что-нибудь задонатить после, после. Вот. Так, простите, а вы сами где проживаете? В какой части Петербурга? А пусть это останется тайной.
хорошо. Так. И предвкушая или предчувствую ваш следующий вопрос, Мария, какой мой любимый район Петербурга, тоже не отвечу. Для меня Петербург как бы везде прекрасен, и в каждом его районе, начиная от Купчино до Адмиралтейского района. Опачки, это что за аноним? Огромное спасибо, регулярно смотрю, дядя Сережа Собянин. Приезжайте к нам. Менять плитку и чистить тротуары. Так, почему-то не показался донат. Они показываются только тебе. От дяди Сережи. Так, подождите. Епическая сила. Я даже знаю почему. Не показывается. Нет, оно было выключено. Потому что тебе кто-то кидал мелкие донаты. Я перенастраивал, но... Так. Дядя Сережа Собянин, который анонимус, я в следующем стриме ваши сообщения выведу. Сейчас у меня нет возможности, ибо я... Да, нет возможности на CloudPeep зайти. Так бы я там рестартанул бы. Там надо смс-ку, чтобы туда пришла и прочее. Чего я все вымогательством хотел заняться, но донат прилетел, спасибо громадное. В принципе, он на экран не вывелся, я его озвучил голосом. Посмешили, повеселили, спасибо. Вот, а мой вопрос был пару донатов, и я проведу вас через парочку проходных дворов. Ну, донат прилетел, хороший, поэтому пойдемте пройдем. Здесь прямо вот с 6-й линии ныряем в первую же арку. А сейчас там елочка не пропала? Нет. Нормально. Ладно. 2 часа смотрю, только понял, что он тезка мой по имени Вокак. Ну, так я в самом начале представлялся. Я ни в чем не скрываю, и в описании вроде бы я там даже тоже говорю, как меня зовут. Ага, я зашел во двор. Не в тот, но мы из него выйдем. Тут самый прикол. Двор с подвохом, по-моему. Ага. Да, мы разворачиваемся. Здесь выход только сразу на Средний проспект. Не в ту арку зашли. Возвращаемся. Да, Сусанин герой. Идите вы... Я сам тут впервой. Как говорится. Так, дядя Коля запел репертуар той самой группы с медицинским названием. Так, короче, надо нырять не в первую арку. Я тут попутал. Но тоже интересно. Такой, знаете, угловой проход с заворотом. Надо нам следующую арку. Зашли не в ту дверь, да. Слегка. Ну, слушайте, 6-я, 7-я линии прям веселые. Прямо такие красочные, разрисованные. О, а может Василиостровский? Я ж тебя спрашиваю. Так я только подсоединился сегодня, вот поэтому и знакомлюсь с вами, с моим любимым городом Питером. Поэтому я вот поясняю. Главное, чтобы не было рубрики «Поясни за шмот». Вот, например, видите, тут
Включаем. Что-то, видимо, он на морозе лажает. Когда-то, видимо, на этом месте тоже был дом. Но вот образовался такой просвет. В принципе, я помню, как еще несколько арок, как пройти до первой линии. И все они, кстати, должны быть открыты. Вся эта сеть проходных дворов. Здесь на Васильевском вот та арка должна быть открыта. Сейчас вот молодой человек из этой арки вырулил. Она тоже проходная. Ну-ка посмотрим, он как. По-моему, просто спокойно сейчас откроет дверку. Да? Да. А, так она и открыта. Тоже вот. Летом прекраснейшая линия. О, кто-то у нас из Израиля, судя по никнейму, подписался. Здесь есть какая-то очень заковыристая проходка между линиями. Такая с подвохом. Ты как будто бы упираешься в тупик. Там справа оказывается проход узкий. Да, летом мы здесь ходили. Это у меня даже не онлайн была прогулка, а серия роликов про проходные дворы Васильевского острова. И здесь я, да, какой темный двор, вообще без освещения. Кошмар. Вот она, изнанка. И натуральный Петербург. С домами, которые прям вплотную друг к другу, соединены флигелями. Вот эта арка точно закрыта. Летом я ее уже дергал. А вот следующая вроде как должна быть. Но если мы через нее сейчас не выйдем, то вот следующая арка там. Так, ага, следующая. Здесь закрыто. Сейчас обойдем. Целая сеть. Но тут вот тропинки подсказывают. Летом-то непонятно. А вот зимой, судя вот этой вот народной тропе, натоптанной, сразу понятно, куда надо идти. И какая арка открыта. Ты какой пёся. Пёся. Этот дом интересный. Сейчас покажу. Широкий угол. Нет, это я. Видите, вот там наверху громадное окно, галерейное такое прямо. В этом доме жил художник.
сожалению, не помню фамилии. С собой шпаргалки нет. У него там была мастерская. То есть это вот целый комплекс зданий. То есть доходная часть, в которой в наем сдавались квартиры. И во внутреннем флигеле была мастерская. Так, шо, много тексту, не успеваю. Да, когда я там бродил последний раз, давно очень было более аутентичней. Невывезенный мусор, забродившие, пропахшие подворотни и так далее. Да и на Невском плюс-минус так же было давно. Ну, видите, все течет, все меняется, как говорится. Летом, когда мы здесь ходили, то здесь стояла машина, телевизионщики, киношники снимали кино в какой-то из квартир здесь. У них был выставлен свет, который имитировал, видимо, солнечный свет в окна. Ну и что? Я уже запутался, на какой из линий мы. Так, что здесь нам говорят? Я не помню. Ну, вроде здесь открыто должна быть. А, нет. Здесь. Это арка. А, подождите, арка-то аркой. Опачки. Здесь калитка замаскированная, непонятно. Вторая, третья. Скорее всего, вторая, третья. И мы вот как-то должны сейчас выйти сперва на самую узкую улицу Петербурга, а потом уже и на первую кадетскую линию. Так, вопрос. Какая улица в Санкт-Петербурге самая узкая? Так, а здесь у них что, тоже закрыто, что ли? Нет? Нет. Так, да, улица Репина. Вот, пожалуйста, вывеска. Улица Репина. Самая узкая улица в Петербурге. Ну и нам вот осталось последний рывок, последний двор. Так, еще анонимус донатик. Так, это закрытый двор. Отобразилось? О, донат отобразился. Здесь какой-то очень странный такой дворик должен быть. Арка. Странного виду, что называется. И вот мы летом здесь шли. Здесь очень было много машин напарковано, хотя знаки запрещающие. И вот сейчас нет никого. Во, наша заветная арка. Это название улицы узкая. Нет, улица Репина. И она самая узкая в Питере. Все, мы на финишной прямой. Опять же, тихий дворик. Я называю зеленый, потому что все-таки много деревьев. И летом здесь с одной стороны тень, а с другой стороны хоть какая-то зелень. Зелень — это тихо. То есть он звук скрадывает, он воздух чистит. На листьях очень много пыли оседает. Ну и вот заходим в такую странную арку. Очень арку странного вида. В ней есть и вход в парадную. Видите, здесь номера квартир.
Плюс у кого-то, наверное, вообще отдельный вход в квартиру. Ну и за этой дверкой нас уже парам-пам-пам. У нас с той стороны уже кадетская линия, а по этой стороне первая. И все. И вот под этим балконом вход как будто бы в парадную, но это, видите, вход во двор сквозной. Друзья, как вам такая прогулка по Васильевскому острову? Начали от станции метро Горный институт, сделали большую петлю через Брусницын, через Севкабель-порт, прошли мимо Эрарты, вышли на Средний проспект и вот здесь заканчиваем, пройдя через сквозные дворы от 6-7 линии от станции метро Василеостровская до первой линии. 3 часа. 3 часа без остановок, без приворотов, на морально-волевых. Кивают на морально-волевых. Ох, впереди нас ждет уже трудовые будни, пусть короткие, пусть всего 2 дня. Это нам для того, чтобы втянуться в новый рабочий год. Да, Алексей вам кланяются, спасибо. Татьяна отправила 100 рублей, спасибо. Кто не смог задонатить из-за VPN, прошу после трансляции. Когда следующая прогулка? Мария, не знаю, я и сегодня-то вроде как не планировал. Думал, будет отдыхательный день, лежание тюленем. Но меня подорвали. Сказали или-или. Вот, и пошли гулять. Вообще думал завтра, но вот случилось сегодня. Поэтому не знаю, может быть выходные, вот, которые суббота и воскресенье. Может быть, все спонтанно. Подписывайтесь на канал, заходите в Телеграм. Там будут ссылки, анонсы. Ну и много другой полезной, интересной информации. Можно задонатить, можно стримом поделиться в своих социальных сетях. Это тоже большой будет буст и класс, если об этом, о моем канале узнают большее количество людей и будут на него заходить. Все, всем спасибо, всем пока. Кланяюсь. До скорых встреч. Пока-пока.